Добрый день, друзья! Сегодня хочу сделать пересадку одной орхидеи. Это мама с двумя детками. Причем эта орхидея болела фузариозом. И посажена была 1,5 года назад. У нее наросло много воздушных корней. Я считаю, что пора удалить маму. И еще у этой орхидеи на листике небольшое проявление грибка. Об этом грибке я вам рассказывала в мае. После пересадки дендробиума вдруг, наверное, из грунта, и сам дендробиум заболел после пересадки. Я оставлю эти ссылочки на первое и на второе видео, когда я показывала, как заболел дендробиум и что случилось с небольшим количеством моих орхидей. Как у них стали искривляться листики от этого грибка и чем я их лечила. Прошло почти 4 месяца, и опять появилось вот такие, значительно меньшие проявления этого грибка. Сейчас покажу вам одну орхидею, на которой было этого грибка много, и те орхидеи, которые я пролечила, их было всего 7 штук. Они дальше начали расти хорошие листики, и проявления болезни прекратились. Сейчас сниму одну из этих орхидей. Это у нас называлось страшное видео, когда вот так искривлялись листья. Вот такие сильные проявления грибка. Вот этот искривленный лист, следующий лист растет хороший, без искривлений. И даже распустились 2 цветоноса. На тот момент я сами листья обработала неразбавленным привикуром. И потом внимательно наблюдала за всей коллекцией. Но раз грибок появился, он может и продолжить свое действие на цветах. Я же не могу обработать всю квартиру привикуром. А грибы очень сложные создания, которые могут затаиться, а потом опять в благоприятных для них условиях начать свою деятельность. И вот я увидела на 3 орхидеях вот такие проявления этого грибка. И решила больше не рисковать. Поэтому обработала, примерно с месяц назад, всю коллекцию обработала привикуром. Я разбавила 1,5 мл привикура на литр воды. И все растения опрыскала. Здесь видно, что болезнь отступила, и продолжил рост хороший листик. И вот это Golden Beauty, эту Golden Beauty я и хочу сейчас пересадить. У нее еще есть одна проблема. Вернее, не у нее, а у мамы была проблема. Сейчас покажу, я никогда не показывала этого. Но на вот этом листе, вот это 2 маминых листочка, посмотрите, на обороте листа было вот такое черное пятно. Конечно, я его, когда увидела, тоже обрабатывала, но тогда у меня не было привикура, я обрабатывала неразбавленным фитоловином. Рост этого черного пятна прекратился. Но так как тогда были сложности с тем, что она была обработана и фундазолом, и корни у нее были красные, и пропадать она стала, из-за фузариоза это все происходило. Я не стала убирать эти 2 листа, потому что это были ее жизненные силы. А сейчас давайте разберем орхидею. Хочу посадить в больший горшок, потому что растут раскукленные корни. Раскукливаются, закукливаются, потом опять раскукливаются. Нужно убрать маму и оставить эти 2 растения. Сейчас разберем и посмотрим, что там с корнями, например, с мамиными, с корнями деток. Горшки у меня двойные. Даже здесь водички немножко есть.
Так, смотрим. Ничего ли у нас не проросло сквозь горшок? Нет, ничего нет. Из керамзита все убирается и достается очень просто. Посадка была с пеностеклом. Сейчас я так уже не делаю. Давайте уберем этот весь керамзит. Причем пеностекло просто насыпано было небольшой слой в середине. И разберемся, где чьи корни. Я думаю, что этим двум деткам мама уже и не нужна, поэтому мамины корни наверняка все пропали. И ее можно будет убрать. Так, вот они, мамины корни. Я недавно поливала все, поэтому все мокрое и влажное. Да и вытаскивать удобнее. Вынимать из горшка орхидею, когда корни влажные. Меньшая вероятность повредить корни. Да, это все, эти все корни, которые пропали, это мамины корни. Так что мама здесь уже не играет никакой роли. Но она сыграла очень большую роль для выращивания этих деток. А вот эти корни, вот здесь видно, что эти корни, вот они светлые растут. Вот эти корни, вот такие корни растут от деток. Вот она начало, вот еще большой корень. Так, давайте все это уберу. Но от этой большой детки вот они все корни, все растущие, молодые, хорошие. А маминым корням явно, что больше 2 лет. Потому что она у меня растет. Примерно с февраля. Ну, была куплена в феврале или в конце января 2020 года. Это уже 1,5 года и год роста у производителя. Так что 2,5 года корни просто обязаны были закончить свою жизнь. Пойду весь керамзит смою под проточной водой, для того, чтобы нам четко разобраться, где мама, где ее убирать, что у нее обрезать. А то здесь везде камешки, а под водичкой камешки очень быстро от корней отлипнут. Все равно сложно разобраться, где чьи корни, даже после того, как я промыла орхидею. Но мамины листики я хочу убрать. Сначала разорву их пополам. Вот видите, вот это непонятно какое заболевание. И растягиваю лист в разные стороны. Остается здесь вот такой пенек с 2 бывшими цветоносами. И этот листик тоже хочу убрать.
все, что возможно вот здесь. И что осталось, какие-то там не сухие, они зелененькие, конечно, части листа, я тоже убираю. Это все мамино растение. И посмотрите, под этим маминым растением, вот у этой орхидеи растет, маленькой детки растет новый корень. Его даже видно не было. Можно, конечно, в этом случае отделить этих двух деток и посадить их в разные горшки. А давайте попробуем, наверное, это и сделать. Так, одна детка растет вот здесь, прикрепленная к маме. Она большая. Сейчас мы увидим, где у нее. Я аккуратно пытаюсь увидеть, где у нее соединение с мамой. Вон оно, вот там внутри. Сейчас постараюсь показать. Вот здесь внутри соединение. Оно такое одеревенелое, поэтому будем аккуратно. Ох, как это аккуратно, сложно. Давайте я, наверное, сяду. Для того, чтобы разъединить, нужно найти именно вот эту часть соединения, где детка присоединяется к маме. И аккуратно постараться, не повредив корни, их разделить. Соединение небольшое. Вот оно было какое. Вот на маме, вот на детке. Так, а теперь аккуратно распутать корни. И понять, где чьи. Ну, все разбирается отлично. Вот корни детки. Вот такая выросла. Даже не детка, это почти взрослое растение. Не забудем обязательно обработать место разделения. Я обрабатываю перекисью водорода. Можно обработать корицей. Можно толченым углем. Так, это у нас будет одна орхидея Golden Beauty. Это первая большая детка. Уже не детка, уже взрослое растение. Это первая. Теперь посмотрим, что со второй делать. Вот он, мамин пенек. Также смотрим место присоединения. Может, за моими руками не видно. Вот здесь ищем его. Будет, наверное, такое же маленькое. И стараясь ничего не повредить, пытаемся их разъединить. Главное найти это место, где они присоединяются друг к другу. И опять же разобрать их корни. Здесь корней будет поменьше у детки. У мамы осталось много корней. Вот вторая детка. Вот он, вот этот корешочек, который я вам показывала.
Даже мама еще растит новый корень. Но у мамы больше нет цветовых почек. Хотя ради эксперимента можно и такой пень опять посадить в грунт и посмотреть, даст она еще что-нибудь или нет. Но думаю, что это ее были последние детки. Цветовых почек нет ни одной больше. А детки растут или цветоносы, или детки. А цветовых почек нет. Я не буду сажать это. А вот двух деток мы с вами посадим. Маленькую детку посажу в тот же горшок, где они и росли, только сейчас его помою. А большую детку посажу в горшок побольше. Этот горшочек 1,6 литра, а этот горшочек 2,3 литра. Детку поменьше я посажу сюда. Я когда промывала, я намочила воздушные корни. Для того, чтобы они стали не такие ломкие, а были мягкие и податливые. По центру горшка ставлю такую детку. И засыпаю керамзитом. И вторая орхидея. Все воздушные корни тоже помещаю в горшок. Стараясь, конечно, их не сломать. Здесь можно закрутить орхидею. Горшок держим на месте, орхидею закручиваем. Или наоборот, орхидею держим по центру горшка, а горшок немножко поворачиваем или по часовой стрелке, или против часовой стрелки. И орхидея садится глубже в горшок. И точно так же засыпаю керамзитом. У нас появилось музыкальное сопровождение. Да? Все. Только очень тихое почему-то сегодня музыкальное сопровождение. Вот такие получились две посадки. Двух деток. Когда начинала снимать видео, хотела не разделять их от мамы, хотела их оставить, чтобы получилась двойная такая посадка, две орхидеи в одном горшке. Но в процессе пришлось поменять даже всю эту тактику, потому что хорошо отделялись детки, и можно было их рассадить в два разных горшка. Ричи, Рич, не мешай, пожалуйста. Ну, так как они росли в керамзите, я думаю, что они прекрасно примут посадку. У меня упала одна керамзитинка, поэтому Рич ее нашел, и ему очень хочется ей заниматься, и вот такие посторонние звуки на видео получается. Давайте продолжим с орхидеями. Поливать буду так же, как все мои орхидеи, после просушки корней. Один полив чистой водой, другой полив с удобрениями. Так как я их уже удобряла, я просто продолжу делать то же самое.
Сейчас я их удобряю с равноценным удобрением, равное количество азота, фосфора и калия. После обработки привикуром нужно выждать 3 недели, не обрабатывать, не удобрять орхидеи. Но так как эти 3 недели уже прошли, буду продолжать их удобрять. И я надеюсь, что вот эта орхидея у нас даже быстро зацветет, может быть и к зиме. А эту орхидею я постараюсь пока порастить. Она маленькая, пусть наращивает корни, пусть наращивает листики. Она еще маловато для того, чтобы ей дать возможность зацвести. А это хорошая орхидея. Вот этот первый молодой листик она, скорее всего, засушит. Уже похоже на то, что она начала его сушить. Но это первый лист, который вырос у мамы с деткой. Вот это первый деточный лист ее. Но орхидея хорошо растет. Надеюсь, что привикур тоже подействует на нее. И грибковые заболевания у нас прекратятся. И если вам интересно узнать продолжение истории об этих двух орхидеях Golden Beauty, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!